Первый артефакт был найден в 1956 году в пустыне Гоби. Это был маленький металлический предмет, который выглядел как деталь механизма. Однако экспертиза показала, что это не просто находка, а элемент загадочного устройства, использовавшегося в ритуалах древних культов. Ученые выделили несколько уникальных характеристик артефакта, включая странные символы, выгравированные на его поверхности. Группа исследователей, состоящая из археологов и историков, отправилась в экспедицию, чтобы изучить артефакт. Они проанализировали символы, используя современные технологии, которые позволили определить происхождение и назначение предмета. Исследования привели их к старым архивам, где нашли упоминания о культовых сооружениях древних цивилизаций. Одно из таких сооружений, возможно, связано с этим артефактом. Вскоре были обнаружены и другие находки. В Перу археологи наткнулись на гигантские каменные фигуры, изображающие божеств. На каждом камне также были найдены таинственные знаки. Эксперты установили, что символы из Перу перекликались с теми, что были найдены в Гоби. Это открытие указывало на наличие некой глобальной сети древних культур, передавших свои знания через артефакты. Исследования продолжались, и вскоре начали поступать сообщения о тайных обществах, которые, по слухам, хранили знания о древних артефактах. Некоторые члены этих обществ начали утверждать, что ключ к истинной истории человечества был скрыт от общественности. Несмотря на скептицизм, ученые начали анализировать их слова. Странные совпадения и факты, которые были игнорированы официальной наукой, становились все более очевидными. Опытные исследователи начали активно искать связи между разными находками. Параллельно возникали теории о том, что некоторые артефакты обладали не только исторической, но и энергетической ценностью. Исследования показали, что древние технологии могли воздействовать на физические процессы. С каждым новым открытием становилась ясна одна тенденция. Человечество не всегда было таким, каким мы его знаем сегодня. Мировые музеи, осознав значимость этих находок, начали пересматривать свои коллекции. Заброшенные артефакты начали выходить на свет. Эти предметы, ранее считавшиеся мифами, теперь воспринимались как важные элементы истинной истории. Интерес к древним артефактам возрос, и новые игроки, готовые раскрыть тайны, появились на горизонте. Тайна, окутывающая прошлое, становилась все более притягательной для ученых и исследователей. Сообщения о тайных обществах, хранящих знания о древних артефактах, начали активно обсуждаться в научных кругах. Первым из таких обществ стало Братство Звезды, известное своими закрытыми собраниями и таинственными ритуалами. Члены этого братства утверждали, что владеют информацией о потерянных цивилизациях и их технологии. Вскоре появились слухи о том, что Братство Звезды контролирует доступ к археологическим находкам, влияя на научные исследования. Один из ученых, профессор Анатолий Кузнецов, решил изучить эти слухи. Он отправился на встречу с одним из членов братства, известным своим обширным знанием древних источников. Встреча проходила в заброшенной библиотеке, где стены были покрыты пылью и паутиной. Загадочный собеседник, представившийся как Артемий, рассказал Кузнецову о древних свитках, содержащих упоминания о мощных артефактах, которые могли изменить ход истории. Артемий указал на связь между артефактами и местами силы, которые были построены в древности. Он утверждал, что эти места были специально выбраны для накопления энергии, и любые артефакты, найденные в этих областях, могут содержать невероятные свойства. Профессор задал вопрос о том, почему эти знания скрываются от общественности. Ответ Артемия оказался неожиданным. Он заявил, что человечество не готово к правде о своем прошлом. Вскоре после встречи с Артемием Кузнецов обнаружил, что его исследования стали подвержены давлению. Неизвестные лица начали угрожать ему, требуя прекратить работу над темой тайных обществ и артефактов. Профессор понял, что столкнулся с серьезными силами, желающими сохранить свои секреты в тайне. Тем временем одна из исследовательских групп, работающая в Перу, сделала сенсационное открытие. Они наткнулись на подземный комплекс, который, по всей видимости, был одним из культовых мест древних цивилизаций. Внутри комплекса находились артефакты, которые, как считалось, могли обладать магическими свойствами. При детальном изучении символов на стенах комплекса исследователи заметили их совпадение с символами артефакта из Гоби. Профессор Кузнецов решил установить контакт с этой группой, надеясь узнать больше о находках. На его запрос откликнулся ведущий археолог, доктор Лара Перес, которая была готова поделиться результатами исследований.
В ходе их разговора выяснилось, что в подземном комплексе обнаружены следы присутствия тайных обществ, которые оставили свои символы на стенах. Доктор Перес рассказала, что в архивах хранились упоминания о том, что некоторые из этих обществ контролировали знания и технологии, чтобы использовать их для своих целей. Это открытие вызвало у Кузнецова желание углубиться в расследование, поскольку он понял, что за всеми этими находками стоит нечто большее, чем просто археология. По мере продолжения исследований давление на Кузнецова и Перес усиливалось. Они начали получать угрозы через анонимные сообщения, предупреждающие о последствиях, если они продолжат копать в этом направлении. Если вас захватывают тайны древних цивилизаций, как и нас, не забудьте подписаться на наш канал. Каждый ваш донат — это как древний артефакт, который помогает нам раскрывать еще больше загадок. Ссылка в описании или QR-код на экране — ваше волшебное заклинание для поддержки проекта. Тем не менее, их стремление раскрыть тайны древних цивилизаций только усиливалось. Вместе они решили, что должны действовать осторожно, скрывая свои намерения от тех, кто может вмешаться в их работу. В то же время тайные общества продолжали оставаться в тени, их влияние на историю человечества оставаясь скрытым от широкой общественности. Научные исследования, проводимые профессором Кузнецовым и доктором Перес, начали привлекать внимание не только археологов, но и преступных группировок, заинтересованных в древних артефактах. Однажды, когда Кузнецов вернулся домой после долгого дня в университете, он заметил, что его квартира была обыскана. Документы, касающиеся его исследований, были разбросаны по полу. На столе он обнаружил записку с угрозой: «Не копай глубже или пожалеешь». Это стало сигналом о том, что кто-то не желал, чтобы они продолжали свои исследования. В то же время доктор Перес обнаружила, что в местном музее проводятся тайные выставки, на которых демонстрируются артефакты, не представленные широкой публике. Она смогла получить информацию о том, что ряд находок из древних цивилизаций хранился под замком, и их изучение было приостановлено. Эти артефакты, в том числе и те, что могли быть связаны с их исследованиями, находились в одном из крупнейших музеев страны. Решив действовать, Кузнецов и Перес организовали встречу с курирующим сотрудником музея. В ходе беседы они узнали, что некоторые из артефактов хранятся в тайном хранилище, доступ к которому имеют лишь высокопоставленные сотрудники и члены тайных обществ. Кузнецов попытался убедить сотрудника в важности дальнейшего изучения находок, но его слова встретили холодный прием. Сотрудник явно под давлением отказался раскрывать детали о хранилище и посоветовал им не вмешиваться в дела музея. Не желая сдаваться, Кузнецов и Перес решили инфилтрейт в музей ночью. Они подготовили план и выбрали день, когда учреждение закрывалось для посетителей. В темноте они пробрались через задний вход, воспользовавшись ключом, который Перес смогла заполучить от одного из доверенных сотрудников. Тишина музея контрастировала с их напряженной атмосферой. Каждый шаг звучал как громкий звук в тишине, когда они направлялись к хранилищу. Когда они, наконец, нашли дверь, ведущую в хранилище, ожидания проявились. За дверью находились ряды полок с артефактами, которые они только могли предполагать. На одной из витрин они увидели знакомый символ, который совпадал с символами на артефакте из Гоби. Это выглядело как мощный древний артефакт, который мог обладать уникальными свойствами. Внезапно в зале раздался звук шагов, и они поняли, что не одни. Внутри уже находился кто-то еще. Это были члены тайного общества, которые обсуждали, как лучше сохранить артефакты и предотвратить их попадание в руки ученых. Скрываясь, Кузнецов и Перес внимательно слушали их разговор. Они узнали, что общество планирует использовать силу артефактов в своих целях, чтобы контролировать знания о древних цивилизациях. От их слов стало ясно, что на кону стояли не только знания, но и безопасность человечества. Кузнецов и Перес поняли, что если они не остановят эти тайные планы, то рискуют не только своей жизнью, но и будущим человечества. В этот момент они решили, что должны действовать быстро и решительно, чтобы раскрыть правду о древних артефактах и предотвратить их использование в опасных целях. Кузнецов и Перес, скрываясь за полками с артефактами, внимательно слушали разговор членов тайного общества. Обсуждение касалось не только сохранения артефактов, но и создания фальшивых историй о потерянных культурах, чтобы отвлечь внимание общественности от истинных знаний.
Один из членов общества, темноволосый мужчина по имени Виктор, предложил создать легенды о древних цивилизациях, которые якобы обладали магическими силами, чтобы сохранять контроль над реальными находками и их значением. Пока они слушали, Кузнецов заметил, что на одной из витрин лежит старинный свиток. На нем были изображены символы, которые совпадали с теми, которые они видели на артефактах. Это могло стать ключом к пониманию связи между культурами. Перес шепнула, что им нужно сделать фотографию, чтобы запомнить детали. Они достали телефон и аккуратно сделали снимок, стараясь не привлечь внимания. Обсуждение продолжалось, и Виктор говорил об опасности, которую могут представлять истинные знания. Он отметил, что если на поверхность выйдут факты о потерянных цивилизациях и их технологиях, общество потеряет контроль над массами. Это стало еще одной причиной, почему они не могут позволить исследователям добраться до артефактов. Внезапно дверь в хранилище открылась, и в комнату вошел охранник. Кузнецов и Перес быстро спрятались за витриной, стараясь не дышать. Охранник, похоже, не заметил их и вскоре вернулся к беседе с членами общества. Это дало Кузнецову и Перес время обдумать дальнейшие действия. Они поняли, что без улик не смогут опровергнуть фальшивые истории, которые создаются на основе лжи и манипуляций. Как только охранник вышел, они решили, что им нужно добраться до свитка и взять его с собой. Это могло стать их единственным шансом разоблачить тайное общество. Кузнецов сказал, что они должны быть осторожны, чтобы не привлечь внимания. Перес согласилась и добавила, что они могли бы использовать отвлекающий маневр, чтобы создать шум и уйти незамеченными. Кузнецов подошел к витрине и, быстро открыв ее, схватил свиток. В этот момент раздался громкий звук, когда один из членов общества уронил предмет на пол. Кузнецов и Перес поняли, что время на исходе. Они быстро направились к выходу, когда увидели, что Виктор уже заметил их исчезновение. Успев пробежать несколько метров, они увидели, как по коридору мчится группа людей. Это были члены общества, которые искали их. Кузнецов и Перес свернули за угол, надеясь укрыться в одном из складов. Сердце Кузнецова колотилось от адреналина. Они знали, что должны действовать быстро, иначе их поймают. Забежав в склад, они оказались окружены старыми ящиками и упаковками. Перес тихо произнесла, что они должны найти выход, прежде чем их отследят. Кузнецов кивнул, его мысли уже строили планы, как можно использовать свиток, чтобы разоблачить тайное общество и восстановить истинное понимание потерянных культур. Они понимали, что на кону стояло не только их будущее, но и будущее науки и истории человечества. Спрятавшись в складе, Кузнецов и Перес начали внимательнее рассматривать свиток, который им удалось взять. На старинной бумаге находились изображения мифических существ и символы, которые, как они уже знали, могли указать на связь между древними культурами. Доктор Перес вскоре заметила, что некоторые из символов перекликались с теми, что они видели на артефактах в музее. Это могло означать, что свиток содержит информацию о происхождении человечества и его связи с потерянными цивилизациями. Кузнецов, несмотря на риск, начал медленно разворачивать свиток. По мере того, как он расправлял его, стало видно, что в текстах содержится описание создания человека и его связи с древними богами. В одном из фрагментов упоминались дети звезд, существа, пришедшие с небес и давшие знания человечеству. Эти мифы, казалось, объясняли, откуда берутся технологии и знания, которые использовались в древности. Перес предположила, что эти дети звезд могли быть не просто мифами, а реальными существами, которые когда-то взаимодействовали с людьми. Она вспомнила, что в разных культурах существуют схожие истории о богах, пришедших с небес и обучивших людей различным ремеслам. Кузнецов задумался, неужели эти истории были созданы для сокрытия истинного прошлого? Внезапно дверь склада открылась, и в помещение вошли члены тайного общества во главе с Виктором. Они искали исследователей и, увидев их, начали приближаться. Кузнецов и Перес, не успев завершить свои мысли, в спешке спрятали свиток и попытались найти выход. Виктор, заметив их действия, крикнул: «Держите их! Они не должны уйти с этим свитком!» Кузнецов и Перес в отчаянии бросились к задней двери склада. Они выскочили на улицу и побежали по заднему двору музея. Сердце стучало в груди, а ноги не слушались от напряжения. Они знали, что если сейчас не уйдут, их поймают, и все, чему они стремились, будет разрушено. На улице они увидели старый микроавтобус, припаркованный у стены здания. Кузнецов бросился к водителю. Это был знакомый им человек, который когда-то работал в музее.
Понимая ситуацию, водитель быстро согласился помочь и открыл заднюю дверь. Они забрались внутрь, и микроавтобус унесся прочь, пока Виктор с группой людей покидали музей. По пути Кузнецов быстро объяснил водителю ситуацию. Им нужно было добраться до безопасного места и тщательно изучить свиток, прежде чем продолжать свои исследования. Водитель ругал себя за то, что не заметил, что в музее что-то неладно. Внезапно Перес заметила, что свиток стал светиться. Она протянула его к окну, и они увидели, как на черной бумаге начали проявляться новые символы. Кузнецов, полон решимости исследовать это новое открытие, понял, что, возможно, они нашли не только ключ к разгадке мифов о происхождении человечества, но и возможное объяснение тому, как древние цивилизации могли обладать знанием, недоступным современному человеку. В это время Виктор, узнав о побеге, уже собирал людей, чтобы вернуть свиток. Его ненависть к исследователям только усиливалась, и он был готов пойти на крайние меры, чтобы остановить их. Конфликт между ними и тайным обществом продолжал углубляться, и Кузнецов и Перес понимали, что их борьба только начинается. Микроавтобус ехал по пустынным улицам, и Кузнецов с Перес переглянулись, понимая, что их жизнь теперь в руках свитка. Они знали, что информацию, содержащуюся в нем, нельзя раскрывать кому попало. Водитель, стараясь не привлекать внимания, свернул в маленький переулок и остановился. Перес вытащила свиток, и они вместе начали изучать его. Символы на свитке продолжали изменяться, и Кузнецов пытался запомнить каждую деталь. Вскоре они поняли, что свиток содержит не просто мифы, а указания на местоположение древних артефактов и технологий, которые могли изменить представление об истории человечества. Эти артефакты могли подтвердить или опровергнуть официальную историю, которую так усердно поддерживали тайные общества. Кузнецов и Перес начали обсуждать, как им лучше действовать дальше. Они понимали, что должны собрать команду единомышленников, готовых рискнуть ради раскрытия правды. Перес предложила обратиться к своему другу, врачу и историческому исследователю, который также интересовался древними цивилизациями. Они быстро договорились о встрече. На следующий день они встретились с доктором Ниной Левиной в небольшом кафе. Кузнецов и Перес рассказали ей о своих открытиях и свитке. Нина была шокирована, но также и взволнована возможностью узнать правду. Она согласилась помочь и предложила свои контакты в историческом обществе. Там могли быть ученые, желающие сотрудничать. Параллельно с их усилиями Виктор и его соратники начали действовать более агрессивно. Узнав, что свиток исчез, они организовали охоту на Кузнецова и Перес. Используя свои связи, они начали распространять слухи о том, что исследователи якобы занимаются чем-то незаконным и опасным. Это создало негативный фон вокруг их работы, и многие коллеги начали сторониться их. В это время Кузнецов, Перес и Нина изучали свиток и связывались с учеными, готовыми помочь. Вскоре они организовали встречу с исследователями, интересующимися историей древних цивилизаций. На собрании они поделились своей находкой и изложили свои подозрения о заговоре, который скрывает правду о происхождении человечества. Но не все исследователи были готовы поверить в их теории. Некоторые участники начали сомневаться, утверждая, что подобные мифы о заговорах часто основываются на недоказанных предположениях. Это вызвало жаркие споры, и атмосфера накалилась. Кузнецов и Перес почувствовали, что им нужно действовать решительно, иначе их работа будет под угрозой провала. Внезапно в зал вошли Виктор и его соратники. Они начали громко осуждать Кузнецова и Перес, обвиняя их в распространении дезинформации. Ситуация стремительно накалилась, и Кузнецов, понимая, что они не могут позволить им развалить их усилия, поднялся, чтобы защитить свои взгляды. Разразилась перепалка, и в какой-то момент Виктор вскрикнул, что они должны остановить эту ересь. Он обвинил собравшихся в том, что они поддерживают мошенников и предателей, и пригрозил последствиями. Это создало хаос, и Кузнецов, Перес и Нина решили, что пора действовать, пока их не оттолкнули окончательно. Они выбежали из зала, понимая, что время на исходе. Заговор против исторической правды становился все более явным, и теперь они не могли позволить себе отступить. У них была информация, которая могла изменить все, но теперь им нужно было найти способ защитить ее и продолжать свое расследование, даже если мир вокруг них рушился. Кузнецов, Перес и Нина, покинув собрание, понимали, что время против них. Они решили провести анализ свитка в безопасном месте, где их никто не потревожит. Нина предложила воспользоваться лабораторией, расположенной в университете, где она работала. Это было идеальное укрытие, чтобы сосредоточиться на исследовании и подготовиться к следующему шагу.
В лаборатории они разложили свиток на столе, окруженный современным оборудованием. Кузнецов включил проектор, и на стене появилась увеличенная версия символов. Перес заметила, что некоторые линии образуют схему, которая может указывать на местоположение потайного хранилища артефактов, о котором шла речь в разговоре Виктора. Это открытие вызвало волну адреналина. Собрав все факты, Кузнецов объяснил: «Если мы найдем это хранилище, то сможем доказать, что тайные общества скрывают истинную историю человечества». Нина, изучив свиток, добавила, что артефакты могут содержать технологии, которые изменят наш взгляд на древние цивилизации. Это открытие может повлечь за собой не только научный, но и политический скандал. Тем временем тайные общества начали действовать более решительно. Виктор и его соратники, узнав о том, что Кузнецов и его команда продолжают свои исследования, решили действовать. Они задействовали свои связи в высших эшелонах власти, чтобы остановить любую попытку раскрыть правду. Вскоре начались угрозы, направленные на университет, в котором работали Кузнецов и Перес. Однажды ночью, когда они работали в лаборатории, в дверь вломились люди в темной одежде. Это были члены тайного общества, которые пришли забрать свиток и остановить их исследования. Кузнецов, Перес и Нина успели скрыться в соседнем помещении, но, понимая, что нельзя долго оставаться в укрытии, они решили сделать рискованный шаг. Они обратились к своим единомышленникам в университете, чтобы организовать пресс-конференцию. Прямо на ней они собирались обнародовать информацию о свитке и его содержимом. Нина связалась с несколькими журналистами, которые были заинтересованы в разоблачении тайных обществ. В тот же день они собрали все улики и подготовили материалы для публикации. В день пресс-конференции, когда журналисты начали собираться, Кузнецов и его команда почувствовали напряжение в воздухе. Они знали, что на кону стоит не только их репутация, но и безопасность. Внезапно в зале погас свет, и на экране появился Виктор, который начал угрожать разоблачением их подделки и фикции. Кузнецов, не желая поддаваться страху, вышел на сцену и начал рассказывать о свитке, его содержимом и доказательствах существования древних артефактов. Он произнес слова, которые в корне изменили ситуацию, и вскоре зал заполнился громкими криками и обсуждениями. Виктор, теряя контроль, пытался остановить его, но на этот раз Кузнецов был полон решимости. Когда конфликт достиг кульминации, дверь зала распахнулась, и в помещение ворвались представители охраны. Они были предупреждены о возможных беспорядках. В это время Кузнецов показал свиток, привлекая внимание к его значениям. Он объяснил, что это не просто артефакт, а ключ к обнаружению истории, которую пытались скрыть. Среди присутствующих возникло молчание, когда они поняли, что на кону стоит нечто большее, чем просто споры о науке. Это было столкновение между историей и политикой, между знанием и властью. Давление на Кузнецова и Перес усиливалось, но они знали, что теперь им не остановиться, ведь на их стороне оказалась правда, и они были готовы сразиться за нее. Кузнецов стоял перед собравшимися журналистами и зрителями. Напряжение в воздухе было ощутимым. Он знал, что этот момент — возможность раскрыть правду и положить конец манипуляциям тайных обществ. «То, что вы видите перед собой», — начал он, указывая на свиток, — «это не просто набор символов. Это свидетельство того, что наши предки обладали технологиями, которые были потеряны или намеренно скрыты». Публика зашумела, но Кузнецов продолжал. Эти технологии способны объяснить, как древние культуры строили монументы и сооружения, которые до сих пор вызывают у нас недоумение. На экране появились изображения древних артефактов и символов, найденных на свитке. Эти артефакты указывают на существование высокоразвитых технологий, которые были настолько революционными, что оставшиеся записи о них были подчинены политическим и экономическим интересам. Он сделал паузу, позволяя присутствующим осознать важность сказанного. Виктор, понимая, что контроль ускользает, резко прервал Кузнецова. «Вы не понимаете, что делаете? Это не просто наука, это угроза всему, что мы построили. Если люди узнают правду, они начнут ставить под сомнение все, что им говорили». В его голосе уже ощущалась паника. Кузнецов, воспользовавшись моментом, шагнул вперед. «Правда освобождает, и мы не можем больше скрывать ее. Эти древние технологии могут помочь человечеству, но только если мы будем открытыми и честными». Он указал на символы, которые начали светиться на свитке под светом проектора. Эти символы сигнализируют о том, что существует еще больше знаний, которые были утеряны, и что мы, возможно, сможем восстановить их.
Внезапно в зале раздался гул, и свет погас. Виктор, воспользовавшись моментом, попытался вырвать свиток из рук Кузнецова. Однако Перес, увидев его намерение, мгновенно бросилась вперед и схватила свиток. «Вы не получите этого, Виктор!» — крикнула она, защищая то, что они так долго искали. Свет снова загорелся, и в зале началась паника. Люди начали сбиваться в кучу, обсуждая события, которые разворачивались. Кузнецов и Перес поняли, что времени в обрез, и решили действовать. Они должны были убежать из зала, чтобы обеспечить безопасность свитка и донести информацию до более широкой общественности. Пока Виктор пытался организовать своих людей, Кузнецов и Перес прокладывали себе путь к выходу. Кузнецов бросил последний взгляд на Виктора, который стоял окруженный своими соратниками. В этот момент он понял, что не может позволить тайным обществам снова взять верх. Выбежав из зала, Кузнецов и Перес направились к ближайшему выходу, надеясь успеть до того, как Виктор и его последователи смогут их остановить. Их сердца колотились, когда они оказались на улице. У них было знание о древних технологиях и реальная угроза, которую они должны были остановить. Понимая, что это их последний шанс, они решили использовать свиток как важное оружие в борьбе за правду о прошлом человечества. Свиток не только содержал информацию о потерянных технологиях, но и указывал на местоположение древних артефактов, которые могли подтвердить их слова. Теперь они должны были найти способ безопасно добраться до этих мест, прежде чем тайные общества успеют их остановить. Кузнецов знал, что это будет непросто, но они были готовы сразиться за правду, несмотря на все угрозы, которые нависали над ними. Кузнецов и Перес, выбежав на улицу, понимали, что их время на исходе. В их руках находился свиток, способный изменить представление о прошлом человечества и раскрыть тайны, скрытые веками. Они направились к машине Нины, которая ждала их в безопасном месте. По дороге Кузнецов бросил быстрый взгляд на свиток, который продолжал светиться, как будто жаждал быть раскрытым. Достигнув укрытия, они разложили свиток на столе и начали внимательно изучать его. Символы продолжали изменяться, и вскоре они заметили, что на свитке были указаны местоположения древних артефактов. Кузнецов предложил немедленно отправиться к одному из указанных мест, затерянному храму, о котором упоминалось в свитке. За 3 дня они собрали команду из исследователей и журналистов, готовых рискнуть ради истины. Пресс-конференция привлекла внимание общественности, и тайные общества начали паниковать, осознавая, что их контроль теряет силу. Когда команда достигла храма, они были поражены его масштабами. Стены были покрыты символами, идентичными тем, что были на свитке. Кузнецов и Перес начали исследовать храм и вскоре нашли каменную плиту с резьбой, содержащей информацию о древних технологиях, использовавшихся для создания энергии и строительства монументов. Это подтвердило их гипотезу о высокоразвитых цивилизациях с недоступными современному человеку знаниями. Собрав информацию, они вернулись в университет и начали работу над публикацией, чтобы донести правду до общественности. Мифы о происхождении, созданные для скрытия истины, оказались лишь попыткой контролировать массы и сохранить власть. Тем временем тайные общества пытались остановить их, но их усилия были тщетны. Общественность начала интересоваться новыми открытиями, и вскоре информация о древних технологиях и потерянных цивилизациях стала достоянием гласности. Если вам интересно, как скрытые цивилизации могут изменить наше представление о мире, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши исследования и раскрытие правды, загляните в описание, там есть ссылка для доната. Помните, даже древние технологии не отменяют необходимости современной помощи. Вы же не хотите, чтобы наши тайные общества снова взялись за старое, правда? Это вызвало бурю обсуждений среди ученых и историков. Кузнецов, Перес и Нина стали символами борьбы за правду. Их исследования изменили отношение к древним культурам, которые теперь воспринимались как высокоразвитые цивилизации. Тайные общества потеряли влияние, и общество начало открыто обсуждать важные вопросы, связанные с историей и наукой. В итоге Кузнецов, Перес и Нина не только раскрыли тайны древних технологий, но и показали, что знание — это сила, способная освободить человечество от манипуляций. Их работа оставила след в памяти зрителей и читателей, напомнив, что настоящими хозяевами Земли являются те, кто стремится к истине и открыт новым знаниям. Завеса тайны была приоткрыта, и будущее человечества стало более светлым, чем когда-либо прежде.